Мы сделали лапки пингвину, зашили его мехом, все подготовили. Теперь нам необходимо сделать ему клюв, коготки, коготки на крылья, коготки на лапки и глазки. Собственно, для того, чтобы сделать клюв, нужно определить размер клюва. Мы будем определять размер клюва приблизительно по трафарету с пингвином. И изначально клюв будет делаться из фольги. Берем кусок фольги, отрываем и сминаем его, образуя треугольную форму наподобие клюва. Фольга необходима для того, чтобы сделать клюв более легким, в то же время уменьшить расход по трафарету. Приблизительно так. Прикладываем к пингвину. Можно сделать клюв покрупнее. Я буду делать клюв покрупнее. Обматываем фольгой. Хорошо ее уплотняем, сминаем. Прикладываем опять к пингвину и смотрим, как оно выглядит. Клюв выглядит замечательно, но я хочу сделать еще вот это острие треугольненькое. Как у оригинального пингвина из аниме. Я отрываю и добавляю в местах, где мне кажется не хватает фольги, еще фольги. Фольгу надо очень хорошо смять, чтобы она была жесткая, а не мягкая. Потому что если она останется мягкой, это будет свидетельством того, что внутри фольги остался воздух, и во время запекания глины этот воздух может дать пузыри на глине. Хорошо все проминаем и следим за тем, чтобы не оставался воздух внутри. После того, как промяли фольгу, можно взять карандашик или стек, у кого что, и вот таким вот образом еще раз промять фольгу, разглаживая ее.
Все, мы все промяли, разгладили. У нас получился вот такой вот клювик треугольный с острием посерединке. Прикладываем его к нашему пингвину. Он выглядит вот так. Мне не нравится, что края клювика смотрят вверх. Я их немного опущу вниз. На этом этапе вы можете сделать клюв таким, каким вы хотите его видеть, пока вы его не облепили термопластиком. Прикладываем и еще немного опущу уголки клюва вниз. Вот такой клюв у меня получился. Теперь будем покрывать его термопластиком. В моем случае у меня есть вот такой оранжевый термопластик. Он не подходит под цвет клюва, потому что цвет клюва желтоватый, и я собираюсь разбавить его белым термопластиком. Для этого отрезаю кусочек сначала небольшой белого термопластика и смешиваю его с оранжевым. Если белого цвета будет недостаточно, я потом еще добавлю и перемешаю еще раз, чтобы был светлый тон для клюва. Вы можете использовать тот цвет термопластика, который вам больше нравится, потому что в аниме встречается множество вариаций изображений этого пингвина. Единственной вариации цветового набора у него нету, поэтому вы можете использовать любой из вариантов, либо взять свой. Заодно я хорошо размешала термопластик. Перед работой нужно хорошо разогреть термопластик, чтобы он был мягким и податливым, тогда из него будет очень просто лепить. И покрываем, собственно, термопластиком нашу заготовленную фигурку из фольги. Полностью ее покрываем термопластиком, распределяя пластик по всей фигурке. Старайтесь покрывать так, чтобы пластик равномерно распределялся по фигурке. Лишнее убираем.
Покрыли термопластиком фигурку, и теперь нам нужно постараться придать ей форму клюва, которая у нас нарисован на дополнительных иллюстрациях. Все неровности сглаживаем, чтобы они были максимально выровнены. Мы видим, что у нас клюв имеет прогиб, бугорочек и смотрит вниз. Нам необходимо в этом месте сделать прогиб, забрать оттуда термопластик, здесь сделать бугорочек ближе к кончику клюва и направить кончик клюва вниз. Вот таким образом. Но клюв у нас тоненький, поэтому делаем прогиб больше, а бугорочек более плавный, чтобы он не был слишком крупный. Лишний термопластик убираем. У всех птиц клюв к кончику становится более заостренный, поэтому следите еще за тем, чтобы он у вас был заостренный к кончику, не был широким и плоским. Пока мы не запекли термопластик, мы можем менять форму клюва до тех пор, пока он нам не понравится. Мне нравится вот такая форма клюва. Я ее и оставлю. Выравниваем все неровности, разглаживая их пальцем. И приступаем к вылеплению нижней части клюва. Для этого мы острой шпажкой, либо зубочисткой можно нарисовать линию, по которой будет идти разрез клюва. Вот такая. Просто рисуйте произвольную линию, которая вам нравится. Таким образом. С одной стороны и с другой стороны. Вот здесь на кончике формируем на уголочек, потому что нижняя часть клюва меньше, чем верхняя часть клюва. И нижняя часть клюва меньше, в принципе, по размеру, поэтому нам нужно, после того, как мы нарисовали, промять пластик вовнутрь, чтобы верхняя часть клюва выпирала наружу.
вот таким вот образом, чтобы верхняя часть клюва будто бы немного нависала над нижней частью клюва. Лишний пластик просто срывайте и убирайте. Также у нас имеется на нижней части клюва здесь тоже бугорочек, как и на верхней. Делаем там бугорочек. Либо методом добавления пластика, либо если у вас и так много пластика в этом месте, то просто промните так, чтобы был бугорочек. Заостряем нижнюю часть клюва. И смягчаем ее ближе к основанию клюва. Возвращаемся к боковым частям клюва. И здесь нам надо немножко сгладить и сравнять бока, чтобы верхняя часть клюва будто бы нависала над нижней частью клюва, но в то же время они должны быть ровными. Ну и заодно поправляем в местах, где эффекта нависания у нас не вышло. Так что мы там поправляем и добавляем пластика. Теперь нам нужно сгладить все места с пластиком, чтобы они были ровные. Можно для этого использовать специальные кисти, можно сглаживать пальцем. Я не вижу особой разницы между использованием специальной кисти или пальца. Но для того, чтобы сглаживание получилось лучше, надо подождать, когда пластик немного застынет, потому что если он у вас хорошо разогретый и мягкий очень, то когда вы будете сглаживать, он будет прилипать к рукам. И если он немножко остынет,
то он будет пожестче и сглаживать будет намного проще. Выравниваем все неточности. Стараемся сделать клюв такой же, как у нас на трафарете. Вот приблизительно вот такой клюв у вас должен получиться. Сейчас он немного застынет, и я до конца его выровняю, чтобы на нем было как можно меньше отпечатков пальцев. Для того, чтобы сделать когти, нам понадобится кусочек проволоки, который мы использовали для каркаса, чтобы делать отверстия. Первым делом я буду делать когти для крыльев пингвина. Для этого определяю размер шарика, который пойдет мне на коготь. Можно слепить пробный коготь. Примерить к пингвину. Приблизительно вот такой длины, я полагаю, я буду делать когти. Сминая обратно это в шарик. И вот таких шариков мне нужно сделать 6 штук. По количеству когтей на крыльях пингвина.
Вот я заготовила 6 шариков. И теперь делаю следующее. Беру один шарик, разминаю его хорошенько, насаживаю его на проволочку и формирую коготь. Когти у пингвина были разные, поэтому если у вас получится один длиннее, другой короче, беру один шарик, разминаю его и формирую из него коготь. Когти у пингвина были кривоватые, поэтому специально искривляю, чтобы он был неровный, неровная палочка. С толстой стороны когтя делаю приплюснутую площадочку и протыкаю его проволокой. Вот такое отверстие должно получиться, в которое будет вклеиваться проволока с каркаса пингвина. И так делаю со всеми когтями. Формирую сам коготь по длине. Придаю ему неровную форму. Делаю площадочку на толстой стороне и протыкаю. Когти у пингвина разные, поэтому если у вас не получается сделать одинаковые, ничего страшного. На всех артах и скриншотах из аниме видно, что у него они разной длины и разной формы, поэтому делайте так, как вам нравится больше всего. Сам факт наличия на крыльях когтей пингвина уже очень интересен и свидетельствует о том, что это именно этот пингвин и никакой другой. Потому что у обычных пингвинов нету когтей на крыльях.
Сделав когти на крылья, сделаем когти на лапы. Когти на лапы выглядят точно так же, только они более короткие. Я буду делать когти на лапы того же цвета, что и на крылья. Вот такие вот коготки, если приложить, идеально подходят. Для этого нам нужно оторвать 6 кружочков вот такого размера, более мелкого. Для того, чтобы определить, какого размера будут кружочки, делайте первый коготочек тестовый, а потом просто спинаете его и получаете размер шарика, который вам нужно заготовить для того, чтобы ваши коготочки были одинаковыми. Мы подготовили шарики, делаем заостренные округлые пирамидки. И прокалываем их, немного приплюснывая с верхней и с нижней стороны. У вас получится вот такой вот коготочек. Если мы наденем и приложим его к лапке, выглядеть он будет вот так вот. Откладываем в сторону. И так делаем все 6 коготочков. Сначала закругленную пирамидку, потом немного приплюснываем ее сверху и снизу и делаем отверстие.
Мы подготовили коготочки для нижних лапок. Теперь мы будем делать глаза пингвину. Вы можете приобрести себе уже готовые глаза и не лепить их. Но я хочу сделать глаза пингвину максимально приближенные к анимационной версии, поэтому буду лепить их сама. Для этого нам нужно определить размер глаза, и вот такой вот размер глаза подходит ему, я считаю, идеально. А это у нас и этот размер глаза по диаметру 18 миллиметров. 18 миллиметров диаметром кружочек хорошо подходит для глаза нашему пингвину. И для того, чтобы сделать глаз из пластика, я кладу и обвожу глаз, собственно, по кругу карандашом. Я получаю вот такую окружность. Кладу сверху оргстекло. Можно использовать обыкновенное стекло, если у вас нет оргстекла. Хорошо подойдет стекло из фоторамки. Фоторамки есть практически у каждого, поэтому просто возьмите фоторамку, достаньте оттуда стекло, положите сверху обведенного круга, и уже на этом стекле от фоторамки будем вылепливать глаз пингвину. Глаз у пингвина имеет еще два хвостика по бокам. Посмотрите на скриншот, и вы увидите, что у него есть два хвостика по бокам. Их делать не обязательно, но я считаю, что это отличительная черта этого пингвина, и поэтому я хочу сделать с двумя хвостиками по бокам. И формирую такую вот лепешечку и вытягиваю ей два хвостика по бокам. Когда я сформировала эту лепешечку в руках, я кладу ее на оргстекло и придаю ей окончательную форму, используя стек или палочку, у кого что есть. Форма должна быть круглая, с двумя хвостиками в разные стороны. Сформировав форму глаза, толщиной она у меня вышла около 3 миллиметров. Мне нужно сделать аккуратный круг внутри этой формы и с помощью стека вынуть оттуда лишний пластик. Чтобы получилось небольшое углубление внутри формы. Вот таким образом я вынула оттуда лишний пластик. И теперь мне надо выровнять
и разгладить эту форму. Все готово. И у нас должна получиться вот такая вот тарелочка с углублением внутри. И нам нужно сделать вторую такую. Опять же, у меня были подготовлены два шарика одинакового размера для глаз. И изначально я формирую в руках приблизительную форму круга с двумя хвостиками. И потом уже формирую их, ориентируясь на трафарет. И точно так же прочерчиваю кружочек внутри и вынимаю оттуда лишний пластик. Выравниваю внутренности.
Вот у нас получилось две вот такие вот тарелочки. Теперь мы берем зеленый пластик, потому что глаза пингвина зеленые. Мы берем зеленый пластик, тот оттенок, который нам нравится. Опять же, в аниме используются разные виды окрашивания его глаз. Можно использовать любой, который вам нравится. Катаем кружочек, делаем лепешечку и кладем в нашу тарелочку. И в нашей тарелочке уже расплюснываем ее, заполняя тарелочку. Можно было бы взять и наклеить просто на лепешечку темного цвета, лепешечку зеленого цвета, но тогда эти лепешечки были бы с краями. А я хотела, чтобы краев не было, и поэтому я делала выемки в тарелочках, чтобы туда уже поместить лепешечки и расплюснуть их для получения вот такого эффекта. Теперь мы берем немного черного пластика для зрачков. Они у него овальные, поэтому нам понадобятся небольшие овальные такие вот фасолинки. Вот такого размера. Помещаем их в середину глаза. Я сделаю немного побольше его размером. Вот такого размера фасолинку я сделала. Помещаю ее в середину глаза. И там же расплюснуваю вместе с зеленым цветом. И делаю вторую такую же фасолинку.
У меня получилось два вот таких вот глаза, теперь мне нужно сделать для них блики. Отмываем пальцы от черного термопластика, чтобы работать с белым термопластиком, иначе вы просто все испачкаете. Между работами с термопластиком вообще лучше каждый раз использовать влажные салфетки и очищать руки от цвета предыдущего пластика, который вы использовали. Либо пользоваться перчатками, но мне, например, неудобно пользоваться перчатками, поэтому я предпочитаю отмывать пальцы влажными салфетками. Теперь берем немножко белого для бликов на глазах пингвина. Можно за место термопластика использовать акриловую краску белого цвета. Можно в принципе сделать глаза, слепить только подложку, а все остальное нарисовать. Но я решила их слепить. Делаем такую лепешку и накладываем на верхнюю часть глаза, немного сместив в сторону. И то же самое делаем на другом глазе. Лепешку. Вот таким вот образом у нас получается два глаза пингвина, слепленные из термопластика. И переходим к нашему клюву. Он как раз таки остыл, и мы можем сравнять его, убрав отпечатки. Для этого можно использовать влажные салфетки. Наматываете на палец влажную салфетку и просто ею разглаживаете клюв. И вот таким вот образом разглаживаем пальцами клюв, стараясь убрать как можно больше неровностей.
И здесь вот проминаем в клюве область соединения. Аккуратно проминаем это место. Делаем такую щель. И со второй стороны тоже. Аккуратно проминаем по ребрышку. И формируем вот такую небольшую щель в клюве пингвина. Так две детали будут выглядеть так, будто клюв пингвина защелкнутый, а не является цельным куском. С краев делаем небольшое приплюснывание и выворачивание бочков. И также с краев проминаем тоже щелочки, делая их немного закрученными вниз.
Доглаживаем и поправляем все неровности. В итоге мы получим вот такой вот клюв пингвина. Нам необходимо сделать черные полоски ноздри по бокам клюва. Берем черный пластик, катаем колбаску толстенькую с острыми кончиками, разрезаем ее пополам, расплюснываем колбаску, получаем вот такую остренькую треугольную полоску. И наклеиваем ее сбоку носа, так, чтобы она смотрела немножко вниз. Проминаем. Вторую делаем точно так же. Расплюснываем. И смотрим приблизительно на одинаковом расстоянии. Наклеиваем вторую, так, чтобы она смотрела немного вниз. Проминаем. Вот мы получили вот такой вот клюв пингвина. И если вы хотите придать ему больше реализма, то вы можете прокрасить сухой пастелью более темного тона край стыка верхней челюсти с нижней. Я думаю, что я сейчас возьму и прокрашу более коричневым оттенком. Я возьму и прокрашу пастелью более темным оттенком, чем у меня, чтобы появилось больше объема и насыщенности. Для этого я беру пастель темно-коричневого цвета. И измельчаю ее при помощи ножа в порошок. У меня получается такая пудра из пастели. Теперь тоненькой кисточкой я обваливаю ее в пастели и прокрашиваю угол клюва. Если у вас нету пастели, вы можете использовать тени для глаз. Если у вас нету теней для глаз, вы можете не прокрашивать, а оставить как есть, потому что как есть он тоже выглядит неплохо.
Либо можете купить себе в художественном магазине одну палочку пастели. Они продаются поштучно тоже. Пастель должна быть сухая. Не масляная, не восковая, а просто сухая пастель. И вот таким вот образом я прокрашиваю с помощью кисти сухой пастелью внутри полосок рта. И получаю вот такой вот эффект. У меня затемнился рот в месте стыка одной части клюва с другой частью клюва. Вот что у меня вышло. В некоторых местах у меня излишняя пастель. Ее можно подтереть с помощью влажной салфетки. Просто потрите и сотрите лишнее. То, что вам не нравится. Пастель останется на влажной салфетке. Все, конечный результат у меня будет вот такой. Меня он абсолютно устраивает. Я подтемнила стык клюва одной части с другой. И он стал более выразительный. Теперь мы отправляем запекаться наши детали. Читайте на упаковках своего термопластика, сколько времени и при какой температуре необходимо держать его в духовке. Сначала будем прикреплять ему глаза. Для начала нам нужно определить, где будут находиться глаза у нашего пингвина. Прикладываем к белому меху на голове вылепленный глаз или готовый и смотрим, где он будет лучше смотреться. Ну, я считаю, что ровно посередине он выглядит вполне себе хорошо, натурально и естественно. Вот таким вот образом. Мы подошли к этапу, на котором мы будем прикреплять пластиковые детали, которые мы изготовили, к нашему пингвину. Для того, чтобы прикрепить глаза, вам понадобится клей, либо можете использовать вот такие небольшие петли с резьбой для того, чтобы из пластиковых глаз, которые вы слепили сами, сделать пуговицы. Я буду использовать петли с резьбой. Для этого с обратной стороны нашего глаза просто вкручиваем такую вот петельку. Я вкрутила петельку с другой стороны глаза и вкрутила во второй глаз тоже петельку. У меня получились такие две пуговички глаза. Если вы используете покупные глаза, их необходимо вклеивать. В связи с тем, что на них нарисован рисунок, когда вы будете пытаться в них вкрутить подобную петельку, вы можете просто испортить глаз. Такой способ вкручивания петель работает только для
глаз, которые слеплены из полимерной глины. Для того, чтобы прикрепить глаза к пингвину, если у вас они покупные, вам нужно сделать углубление глаз вовнутрь головы. Для этого берем длинную иголку и нитку, складываем нитку в 2 раза. Завязываем узел. И теперь нам нужно из середины белого меха для глаза проткнуть насквозь голову и выйти с середины белого меха с другой стороны. Проткнули и выйти обратно. Тоже в середину. Вышли обратно. Еще раз повторить это действие. И стянули немножко. У нас получается вот такое вот небольшое углубление белого меха вовнутрь головы. Вот таким образом вклеиваете покупные глаза в середину. Не забывайте то, что нужно немножко расчистить мех из середины, чтобы клей не попал на весь мех, а попал только на мех, который будет находиться под глазом. Но у меня другие глаза, я их слепила из термопластика, и я их буду пришивать. Такой способ пришивания глаз удобен тем, что вам не нужно будет вклеивать глаза. Пришиваем их как пуговицы. Прошивая несколько раз. С одной стороны. С другой стороны. Прошив их несколько раз, фиксируем нитку и отрезаем ее. Вот таким вот образом я пришила глаза своему пингвинчику.
Теперь этой же большой иголкой я просто вытащу мех из-под глаза. Почему мне нравится больше способ с пришиванием глаза? Потому что меньше пачкается мех об клей. Почему мне нравится способ с пришиванием глаз? С ним в случае ошибки всегда можно переделать расположение глаза. А если приклеивать, то тут уже его не переделать, потому что будет запачкана клеем меховая часть, и уже исправить этот момент не получится. Но так возможно сделать только в случае с глазами. Клюв же нам придется все же приклеить, потому что пришить мы его не сможем. Смотрим, где приблизительно должен находиться клюв, прикладывая его к изделию. Определили, где он должен находиться. Теперь нам необходимо покрыть клюв клеем изнутри. Я буду использовать клей Момент Кристалл. У меня осталось его совсем немного, но я полагаю, что мне хватит. Просто наносим клей на внутреннюю часть клюва. И ватной палочкой я вот так вот размазываю клей по внутренней части клюва, чтобы он равномерно покрыл плоскость, которая будет приклеиваться. Нанесли клей, ждем немного времени для того, чтобы он начал схватываться. Когда клей немного полежал, буквально полминуты, мы прикрепляем наш клюв к пингвину. И прижимаем, хорошо прижимаем клюв к пингвину, пока не схватится клей до конца. И держим вот так вот до
того момента, пока ткань не приклеится к клюву. И, собственно, вот что у нас получилось. Клюв приклеился к меховой части пингвина и со всех сторон довольно-таки хорошо зафиксировался. Вот так мордашка нашего пингвина уже готова. Переходим к тому, чтобы приклеивать когти пингвина. Пока клей высыхает на клюве, переходим к тому, чтобы приклеить коготки пингвина. Для этого обрезаем проволоку, оставляя где-то миллиметров 5 проволоки. К которой у нас будет прикрепляться коготочки. Мы обрезали коготочки на лапах, оставив вытарчивать проволоку на расстоянии миллиметров 5. Наши коготки, которые мы до этого слепили и запекли, хорошо насаживаются, потому что мы, когда лепили, делали заранее дырочки. Но просто так они держаться не будут. Берем клей-момент и обмазываем проволоку перед тем, как надеть на нее коготочек.
обмазали и одели коготочек. Вот таким вот образом. И на другой ножке точно так же. Намазали клеем. И одели коготочек. С лапами мы закончили. Переходим к крыльям. С крыльями так же, как и с лапами. Немного раздвигаем проволоки в разные стороны, чтобы коготочки у нас смотрели в разные стороны. И отрезаем проволоку, которую вот на таком небольшом расстоянии. И будем приклеивать когти из пластика на проволоку. Вот мы отрезали. Вот настолько приблизительно должна вытачивать проволока. И теперь нам необходимо намазать клеем проволоку рядом с мехом. Для этого берем немного клея и аккуратно обмазываем кончик проволоки, не доходя прям совсем вплотную до меха, чтобы не испачкать мех. Берем коготочек и нанизываем его на проволоку. И следующий. Отодвигаем мех, намазываем проволоку, кончик проволоки клеем, чтобы вклеился коготочек и проволока была зафиксирована внутри и никуда не выползала. Потом уже накручиваем наши коготочки.
Вот таким образом. Накрутили все и поправили мех на крылышке. Получилась вот такая вот лапка. Пока не застынет клей на коготочках, я советую не гнуть проволоку, на которой они насажены. И делаем все то же самое со вторым крылом. Обрезаем и приклеиваем. Обрезайте на ту длину, приблизительно на которую вы делали углубление в пластике, когда лепили коготочки. Обрезали проволоку, расчищаем мех, чтобы не запачкать его клеем, намазываем кончик проволоки клеем. И одеваем коготочек. Вот и второе крылышко у нас готово. Готовы лапки, крылышки и клювик. И оставляем до полного высыхания.